Всем привет! Сегодня я научу вас готовить знаменитый торт Эстерхази. Уверена, вы давно ждали этот рецепт от меня. Внесла немного своих правочек в классику, добавила кофе и карамельные нотки. Уверена, вам понравится. Ну что, на кухню готовить? Приготовим фундучный бисквит д'Акуаз, но для начала включим духовку на 170 градусов. Режим с конвекцией. Для приготовления фундучного д'Акуаза нам понадобится 320 граммов белка, 200 граммов обжаренного фундука, 100 граммов миндальной муки, 200 граммов сахарной пудры, 200 граммов сахара и 40 граммов муки пшеничной. Белок и сахар пока отставим в сторону, вернемся к ним чуть позже. Возьмем фундук. Предварительно я обжарила его в духовке, разогретой до 170 градусов 15 минут. Сняла с него шелуху, он сейчас уже охладился. Вот такой красивый зажаренный фундук. Именно такой орех даст нам интенсивный вкус. Беру комбайн, чтобы сделать ореховую муку. Если мы будем перебивать фундук вот так самостоятельно, то получим фундучную пасту. Для того, чтобы получить фундучную муку, нам необходимо сюда же добавить уже из рецепта 40 граммов муки. Эта мука будет забирать на себя жир, который выделяет фундук. Сюда же можно добавить сахарную пудру, которая указана в рецепте. Дополнительно ничего не нужно добавлять. Можно не всю, сколько сюда нам влезет, наверное, половиночка. Есть. И перебиваем фундук с мукой пшеничной и сахарной пудрой 1/2 частью до состояния муки. Готово. Отправляем в миску то, что у нас получилось. Если у вас попадаются грубые кусочки фундука, ничего не нужно с ними делать. Ну, я имею в виду не прям половинка фундука. Через сито пропускать это не нужно, как для макаронных. Так, сюда же остаток сахарной пудры. И миндальная мука. Вам слышно орехи? Так пахнет фундук. Теперь можем приступить к взбиванию белков. Белок комнатной температуры всегда взбивается лучше. Контролируйте, чтобы в белок не попал желток и чтобы чаша комбайна была у вас чистой. Взбиваем на средних оборотах. Как только получим пышную белую пену, добавим потихоньку сахар в несколько приемов. Все, какой красивый белок. Знаете, как проверить? Нет? Готовьтесь, ребят. Чего? Ты видел? Оп, нормально? Да, держится хорошо. Я пошла мыться. Итак, белок красивый, гладкий, не рыхлый. Смотри, какой. Класс. Вот такой белок должен получиться у вас. Берем нашу подготовленную сухую часть, венчик уже убираем, берем лопатку и в несколько приемов деликатно, осторожно вводим сухие ингредиенты. Если вы будете сухие ингредиенты вмешивать активно, с помощью венчика, допустим, вы можете просто выбить весь воздух из белка, и наш бисквит получится не такой воздушный. Если он будет не воздушный, в итоге он будет, скажу так, резиновый, или вот тот эффект, когда бисквит липнет к зубам, в общем, неприятно. Поэтому вымешивайте деликатно, осторожно. Кстати, вот этот бисквит можно отсадить на пергамент в виде небольших капель, вот как десерт, как пирожное макарон. Присыпать тонким слоем сахарной пудры, выпекать 10-12 минут, и вы получите вкусное фундучное печенье. Противень, пергамент, форма диаметром 20 сантиметров, кондитерский мешок, пластиковый скребок и ножницы. Нам насадка не нужна, мы без насадочки. Кондитерский мешок. Смотрите, как хорошо держит форму. Пористый, красивый, воздушный.
Из этого количества ингредиентов у нас получится минимум 8 коржей. Ну, у вас может первый раз и 7 получиться, если очень активно вымешивать и обезвоздушить белок. Но вы не огорчайтесь, второй, третий, четвертый раз будет все с каждым разом лучше и лучше. Так, срезаем носик, форма. Отсаживаем бисквит тонким слоем по спирали. Снимаем кольцо, переставляем. Отсаживаем второй бисквит. Оп. Разравнивать ничего не нужно. Отправляю бисквит выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 10-12, ну максимум 15 минут. В принципе, мне 12 минут обычно достаточно. Я ориентируюсь больше, наверное, по цвету бисквита. Одновременно в духовке я выпекаю 2 противня. Ничего страшного, все хорошо проготавливается. Бисквит готов, достаем. У меня получилось 8 коржей. Сейчас они остынут, и я рекомендую вам убрать их в холодильник. Декуаз очень нежный бисквит, и для того, чтобы снять его с пергамента, не травмировав, его лучше подержать или в холодильнике, или в морозильной камере несколько часов. Приготовим кофейно-карамельный крем для Эстерхази. Для него нам понадобится 100 граммов сахара для карамели, 200 мл сливок, жирность не менее 30%, 80 граммов желтка, 50 граммов сахара, 20 граммов кукурузного крахмала, 20 граммов муки, 300 мл молока, 30 граммов кофейных зерен и дополнительно 100 мл сливок теплых. Первое, что мы сделаем, ароматизируем молоко кофейными зернами. Сотейник, молоко. Можно, кстати, использовать, если у вас есть дома кофемашина, можно просто приготовить капучино в том же весе 300 мл. Ну, я сейчас буду делать как бы практически капучино. Кофейные зерна сюда же. Ставим на огонь и прогреваем до парения. Переливаю молоко с кофейными зернами в мерный стакан. Сейчас у меня зерна горячие, молоко горячее. Кофе отлично отдаст свой аромат. Берем погружной блендер и пробиваем все это. Вопрос быстрый. Почему нельзя? Растворимый кофе? Нет, перебить их в кофемолку. Если в кофемолке, то очень мелко, потом именно порошок. Этот порошок будет потом попадаться, он будет тебе как мак в зубах там вечно, понял? А тут получается ты нагрел максимально зерна, нагрел сливки или молоко, и аромат и вкус отдаст лучше. Теперь накроем пленкой. Но не в конец. Прикинь? Не в контакт. Нет, не в контакт. Все, не в контакт, нет контакта. Просто оставим буквально 3 минуты, чтобы аромат никуда не улетучился. А молоко настоялось. Сливки, которые 200 мл, отправляю в сотейничек и прогреваю только до парения. Они не должны бурлить, кипеть. Сливки есть. Теперь берем 100 граммов сахара, который у нас для карамели, и готовим карамель. Отправляем сахар в сотейник с толстым дном, пока ничего не мешаем. Сахар должен расплавиться. Только после того, как вы увидите такую лужу, можно уже начинать помешивать. Как только увидим темно-коричневую красивую карамель, зальем тонкой струйкой горячие сливки. Очень важный момент. Если сливки будут просто тепленькие или холодные, карамель просто возьмется таким коржом, пластом, и вы ничего с этим не сделаете. Это все произойдет из-за разницы температур. Поэтому старайтесь максимально сократить разницу температур. Горячие сливки, горячая карамель. Есть. И чтобы не продолжала испаряться влага,
Лучше перелить это в сотейник, где были сливки, потому что он не такой горячий, как сотейник с карамелью. Пахнет сладкой ватой, да? Карамельные сливки есть, кофейное молоко есть. Сейчас все это соберем и приготовим крем. Сито, кофейное молоко сюда отправляем к сливкам карамельным. Я очень люблю десерты, там, где присутствует кофе. Очень люблю тирамису. На моем YouTube-канале вы, кстати, можете найти рецепт этого десерта. В миску отправляем желток и сахар. Перемешиваем хорошенько венчиком. Так, растираем. Сюда добавляем муку и кукурузный крахмал. Снова перемешиваем. Отправляем желтки с сахаром, кукурузным крахмалом и мукой в заранее подготовленное карамельное кофейное молоко со сливками до уровень крема. На самом деле все просто. Надо ароматизировать молоко со сливками, дать аромат и вкус кофе и карамели и приготовить заварной крем. Ставим сотейник на огонь и при постоянном помешивании завариваем крем. Доводим его до кипения и держим на слабом огне еще буквально 1 минуту, для того, чтобы исчез привкус крахмала. Контролируйте все время, активно помешивайте. Наверное, сейчас, на сегодняшний день, мое любимое вообще сочетание вкуса кофе и карамель. Беру миску. Это основа, крем еще не готов. Накрываю пленкой в контакт и убираю крем в холодильник приблизительно на час, иногда на это уходит и 1,5 часа. Главное, чтобы он полностью остыл. Вернемся к приготовлению крема. Он постоял несколько часов в холодильнике, остыл, достала его из холодильничка. Размягченное сливочное масло, масло комнатной температуры, отправляем в чашу комбайна и венчиком взбиваем до состояния масляная помадка. Это называется, когда масло увеличивается в несколько раз в объеме, становится более пышным и светлеет. Так, взбиваем. Наша основа карамельно-кофейная. Отправляем ее сюда же. Не надо! Очень красиво ляп-ляп. Что такое? Сейчас высветлится немножко, будет красиво. Взбиваем. Напомню еще раз, что заварной крем плюс взбитое масло, крем-муслин. У нас получился довольно-таки плотный, устойчивый, красивый крем, но ему сложно будет пропитать наши коржи. Поэтому у меня есть небольшой секрет. Я прогреваю сливки 100 мл, совсем чуть-чуть, около 40 градусов максимум, то есть я чуть-чуть сейчас чувствую тепло. И добавляю в этот крем, он становится немножечко более жидкий, более водянистый и хорошо пропитает мне коржи д'Акуаз. У меня, допустим, такой нюанс, я приготовила подменку свою еще вчера вечером, то есть у меня крем довольно-таки хороший, хорошо охладился, ему не час и не 2, вот этой подмене, которую вы видели, и она довольно-таки холодная была, я доставала ее из холодильника, и у меня сливочное масло, крема много, да, основы, сливочного масла поменьше, у меня сливочное масло снова стало твердеть и комковаться, и вот если вы сейчас посмотрите на текстуру, вы обратите внимание, что если у вас случился вот такой же нюанс, как у меня, как привести крем в нужную нам консистенцию, нужную нам форму, его нужно просто чуть-чуть прогреть. Каким образом это сделать? У меня есть строительный фен, у вас дома наверняка есть просто фен, и вы феном слегка прогреваете вот здесь у основания горячим воздухом, прогреваете, и вы увидите, как крем становится у вас гладким, эластичным, и не будет вот этих вот белесых разводов.
Видишь, какой красивый крем получился? То есть, чтобы вы не думали, что, ой, все пропало, нужно его выбросить. Нет, нет, просто чуть-чуть прогреть. Но это не значит, надо поставить в микроволновку или на паровую баню, просто чуть-чуть вот чем-то теплым. Можно полотенце смочить горячее, прям кипятком, и приложить чуть-чуть вот сюда у основания. Все, можем собирать торт. Коржи готовы, крем готов. Сейчас будем собирать торт, но для начала нужно снять бисквит с пергамента. Как это сделать осторожно, деликатно, чтобы его не повредить. Берем наш бисквит, переворачиваем и аккуратно снимаем не сам бисквит, а снимаем пергамент. Придерживайте бисквит. Оп. Угу. Теперь берем нашу форму 20-ку и проверяем. Где-то, если чуть-чуть выпадает, нужно срезать. Собираем торт. Кольцо диаметр 20 сантиметров. Ацетатная пленка или бордюрная лента. На дно укладываем бисквит, неважно какой стороной, крем, 3 ложки столовые без горки, следующий бисквит, я тут обычно беру еще одну ложку, а ее нет. Эстерхази практически готов, он собран, теперь его нужно отправить в холодильник еще на несколько часов, для того, чтобы он хорошенько пропитался, чтобы коржи все пропитались. Убираем в холодильник. Нам остается только приготовить глазурь для эстерхази, покрыть торт, ну и угостить съемочную группу. Для приготовления глазури нам понадобится 80 граммов сметаны, жирность 15-20%, 80 граммов сливочного масла, жирность не менее 82%, 30 граммов какао-порошка и 50 граммов сахара. Дополнительно для декора используем еще 50 граммов белого шоколада. Итак, первое, что сделаем, растопим сливочное масло в микроволновке или на паровой бане, как вам удобно. Оп. В сотейник отправляем сметану, сюда же сахар, перемешиваем, ставим на огонь и немного прогреваем, чтобы сахар начал таять в сметане. Используя сито, добавляем какао-порошок, перемешиваем. В данном случае венчиком я вам не рекомендую пользоваться, потому что ваша глазурь получится в пузырях, поэтому только вот так разминайте лопаточкой. Растопленное сливочное масло сюда же, оно должно быть горячим. Ставим на огонь и снова прогреваем. Нам нужно добиться однородной консистенции. Мне очень нравится эта глазурь, она получается блестящей и долго держит этот блеск. Глазурь готова, грейте ее на слабом огне. Можем через это же сито пропустить глазурь, чтобы перестраховаться. Мало ли, какао в принципе имеет такое свойство комковаться, чтобы не было кусочков какао нигде в глазури. Наша глазурь готова. Она сейчас еще очень горячая. Мы ее отставим в сторону, ну, буквально на 5-10 минут, пока растопим белый шоколад и освободим наш торт от формы. Можно воспользоваться микроволновкой, можно паровой баней. Контролируйте, чтобы он не сгорел. Делаем корнетик из пергамента. Тут, наверное, надо просто посмотреть, не разговаривать сильно. Оп. Такой конвертик для семок.
Отправляем сюда белый шоколад. Деревянная шпажка или зубочисточка. Наш Эстерхази. Снимаем кольцо. Снимаем пленочку. Из-за того, что у нас была пленка, он немножко такой лохматенький, можно взять спатулу и чуть-чуть подгладить этот край. Берем нашу глазурь, ножницы сразу срезаем. Опа. Потренироваться, все ли пишет. Поливаем глазурь. Я хочу сделать потеки, такие шоколадные, поэтому не всю глазурь сразу выливаю, чтобы не налить лишнего. Думаю, что достаточно. И теперь сделаем рисунок, характерный для этого торта, паутинку. От центра рисую спиральку белым шоколадом. Оп, есть. И теперь развожу сюда, сюда. Оп. Вуаля. Торт готов. Сейчас я отрежу кусочек и подразню съемочную группу. Простите. Я думаю, что вы и без моего уже догадались, что это очень вкусно. Обязательно приготовьте этот торт, порадуйте себя и близких, любимых. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моем сайте и на моих мастер-классах. Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Ах да, не забывайте комментировать.